Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить митетеи. Традиционные и очень сочные румыно-молдавские мини-колбаски без оболочки. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Для приготовления колбасок нам понадобится 1 кг фарша, который на 70% будет состоять из не очень жирной говядины и на 20-30% из жирной свинины или баранины. В фарш добавляем 4-5 зубчиков чеснока, который предварительно необходимо измельчить ножом или пропустить через чеснокодавку. Половину или 1 чайную ложку черного перца, 15-20 граммов соли, если любите соленое, то можно соли добавить и больше, 1 столовую ложку тимьяна или орегано, половину чайной ложки кориандра, 1 или 1,5 чайной ложки паприки, я использую копченую, но подойдет и обычная сладкая, 1 чайную ложку соды, да, вы не ослышались, именно соды, и 200-250 мл несоленого холодного говяжьего бульона, сваренного на костях. Бульон в фарш добавляем по чуть-чуть, буквально по 1-2 столовые ложки. То есть влили немного бульона и тщательно вымешиваем фарш, пока весь бульон не впитается. Затем вливаем следующую порцию бульона и так далее. В общем, на добавление бульона и вымешивание фарша у меня уходит больше 10 минут. Вместо бульона можно, конечно же, использовать холодную воду, но с бульоном колбаски получаются ожидаемо намного вкуснее. В итоге получается вот такой вот вязкий и немного жидковатый фарш. Теперь ему нужно дать время для созревания, поэтому затягиваем миску с фаршем пленкой и убираем его в холодильник как минимум на 12 часов, но не более чем на 24 часа. Через 12 часов достаем фарш из холодильника и перекладываем его в кондитерский мешок или в обычный плотный целлофановый пакет. Затем расстилаем на столе кусок пищевой пленки и смазываем его центр по всей длине растительным маслом. Естественно, можно обойтись и без пленки, но так удобнее. Теперь берем пакет с фаршем и отрезаем у него уголок такого размера, чтобы на выходе получилась колбаска диаметром 3-4 см. Ну и собственно выдавливаем на смазанную маслом пленку саму колбаску. Затем накрываем колбаску свободным концом пленки и слегка ее округляем и уплотняем, а заодно и смазываем маслом. Чтобы колбаски получились одного размера, берем линейку и разрезаем колбасу на отрезки длиной около 8-10 см. Если места разрезов сплюснулись, снова округляем колбаску, освобождаем ее от пленки и разделяем на разрезанные фрагменты. В итоге получаются вот такие вот небольшие колбаски, каждая весом от 40 до 60 граммов. Выкладываем получившиеся заготовки на смазанную маслом поверхность. Готовятся митетеи, как правило, на решетке мангала. Но погода у нас сейчас не мангальная, поэтому я буду готовить их на обычной плите. Ставим на огонь сковороду-гриль, которую предварительно желательно смазать растительным маслом. И ждем, когда она очень хорошо нагреется. Это важно. На разогретую сковородку выкладываем первую порцию митетеев и обжариваем их со всех сторон. Как вы можете заметить, колбаски немного уменьшились по длине, но при этом увеличились в диаметре. И это говорит о том, что весь мясной сок остался внутри колбасок. Об этом же свидетельствует и то, что из колбасок практически не выделяется мясной сок и жир. Готовые митетеи снимаем с огня и выкладываем на сковородку следующую порцию. Как вы видите, после обжарки всех колбасок сковорода у меня осталась абсолютно сухой. И это значит, что митетеи получились такими, как нужно, очень сочными и очень нежными. Вы только посмотрите, сколько в них сока. Он буквально течет по рукам. И это они уже немного остыли. Горячие митетеи, как говорится, с пылу с жару, еще более сочные и невероятно вкусные. Подают их, как правило, с горчицей, хлебом и свежими овощами. А еще из таких колбасок получаются замечательные мини-бургеры, которые очень нравятся детям. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт.
И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!